Сибирская земля хранит много тайн и древних легенд, которые бережно передаются из поколения в поколение и неизменно вызывают и интерес, как у ученых, так и любителей аномальных явлений. Одной из таких загадок является история озера Лабынкыр. Еще задолго до того, как на весь мир прогремело Лох-Несское чудовище, местные жители Якуты и Эвенки рассказывали страшные истории о жутком монстре из глубин, которого прозвали Лабынкырский черт. Озеро Лабынкыр находится в Аймеконском улусе на востоке Якутии, далеко за поясом вечной мерзлоты. Места здесь очень холодные и безлюдные, до ближайшей деревни больше 100 километров. А зимой температура в этих краях опускается ниже 60 градусов. Но в отличие от других озер, края Лабынкыр никогда не замерзает, хотя подземных термальных источников найдено не было. Это еще одна загадка, над которой бьются ученые. Первые упоминания о неизвестном животном, которое рвет сети рыбаков, ворует скот, пришедший на водопой, и даже нападает на людей, появились еще в XIX веке. Рыбаки предупреждали приезжих об опасности загадочного озера. Все описания Лабынкырского черта похожи. Монстр темно-серого цвета, такой огромный, что расстояние между глаз достигает величины 10 бревен. Эти истории так и могли остаться частью местного фольклора, если бы не случай, который произошел с уважаемым советским ученым-геологом, членом Академии наук СССР Виктором Твердохлебовым. Летом 1953 года во время экспедиции команда Трехлебова заметила приближающееся к ним огромное живое существо. Необъяснимое чудовище вызывало ужас и оцепенение. Вот как описал его в своих дневниках Трехлебов. Предмет плыл довольно близко. Это было что-то живое, какое-то животное. По мере того, как оно приближалось, странное оцепенение, от которого холодеет внутри, охватывало меня. Над водой чуть-чуть возвышалась темно-седая туша, глаза животного, а из тела торчало что-то вроде палки. Позднее, в 1961 году, рассказ Трехлобова был опубликован в журнале «Вокруг света», что вызвало целую волну экспедиций в поисках сибирского неси. Ученые, исследователи и просто энтузиасты пытались найти доказательства существования Лабынкырского черта. С тех пор слава чудовища из Лабынкыра не угасает. В 1999 году ученым удалось погрузиться на дно озера. То, что показали радары, было невероятно. Эхолокотер засек огромный быстро передвигающийся объект размером с доисторических хозяев морей водных динозавров. Также исследователям удалось обнаружить огромные подземные тоннели глубиной до 80 метров, соединяющие Лабынкыр с соседним озером Ворота. Возможно, именно там и укрывается черт, прячась от внимания тех, кто хочет потревожить его покой. Какие версии выдвигают ученые? Ихтиозавры. Один, чудовище Лабынкыра может быть ихтиозавром, пережившим в зоне вечной мерзлоты вымирания сородичей и другие катаклизмы на Земле. 2. Кто-то считает, что за черта принимают огромную щуку или сома, живущего в озере. 3. Скептики же полагают, что эти истории просто часть местного фольклора и выдумки для привлечения туристов. Одно можно сказать точно, история Лабынкырского черта еще не закончилась. Тайна Сибирского озера манит все новых исследователей и охотников за приключениями. И кто знает, с чем им предстоит встретиться в погоне за монстром. Дорогие друзья! Если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.